Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Водолей на канале Астро Инспирационы. Таро прогноз 6 дверей судьбы, коридор затмений. Какие двери откроет перед вами судьба? События, которых вы не ожидали. Давайте с вами узнаем. И у нас август такой месяц перезагрузки, особенно может быть для вас. И сейчас объясню, почему. Ну, во-первых, у нас коридор затмений. И это тот коридор затмений, который перед нами открывает палитру будущего. И мы можем где-то даже сами чувствовать, что вот-вот что-то будет меняться. Пусть предпосылок пока нет, но это наша душа мудрая подсказки дает. Или ваша интуиция. Эти 2 недели с 12 по 28 августа они приносят нам значительно больше смыслов, чем мы предполагали. Это то, что мы называем последствиями. И с 12 августа коридор открывается солнечным затмением в знаке Лев, а завершается 28 августа частичным лунным затмением в знаке Зодиака Рыбы. И это, знаете, те события такие судьбоносные, то, что мы на самом деле называем, они приоткрывают перед нами завесу тайн, которая будет раскрываться вплоть до конца марта 2028 года. Почему? А потому что посередине этого коридора затмений 18 августа смена кармических узлов, истинных узлов именно происходит. И если прежде это была Дева и Рыбы, то теперь Водолей, мои дорогие, и Лев. Именно ваш знак зодиака олицетворяет северный узел, а как известно, северный узел – это прогрессирующая сила. Поэтому период и до конца августа вам дает подсказку, что будет в вашей жизни важно, что будет происходить, как я уже сказала, до конца марта 2028 года. И вот эта дата, лунного затмения 28 в самом конце месяца, это всегда такая глубокая трансформация, потому что рыбы – это где-то то, что мы предполагали, и то, что на самом деле мы имеем. Это может, знаете, быть где-то обусловлено тем, что прежний какой-то сюжет у вас стремится к финалу. То, что прежде, может быть, уже барахлило, где-то стопорилось. Вот здесь может получить или с вашей позиции, с вашей стороны абсолютно точное понимание, зачем мне это надо. Может открыться какая-то тайна. Как мы говорим, тайное становится явным. Мы чувствуем просто, что прежний какой-то жизненный сценарий у нас уже не устраивает. Он остается позади. И поэтому мы сами где-то хотим этой ясности. Итак, знаки судьбы. 6 дверей. У нас сегодня колода 78 дверей. Открыты или закрыты эти двери. Каков ключ? И первое, самое важное, она и будет где-то совпадать вот с тем периодом завершающим, который у нас совпадает с лунным затмением, как точка невозврата. Какую дверь вы сами будете закрывать? И это будет связано именно с чем-то с прошлым. С чем это связано или с кем? Дверь неожиданностей – это как раз то, что вы не ожидали. И дверь в ближайшее будущее, на пороге каких событий вы стоите. Кто или что изменит ваши планы, а возможно, появится на вашем пороге неожиданно. Вот с чем, с кем это будет связано? Дверь в отдаленное будущее или, как мы спрашиваем, к чему все идет. И еще одна немаловажная дверь – это дверь ваших возможностей. Вот давайте будем узнавать. Итак, что же там за точка невозврата? И у нас выпадает король пентаклей. Иногда эта карта олицетворяет какого-то близкого человека. Иногда по этой карте идут как старшие члены семьи, но и супруги тоже идут. Это какой-то совместный проект, может быть, но точно так же я исключаю у кого-то банально вопросы, связанные с банками. Ипотека, или, допустим, взять этот кредит, да, какой-то долгий, или, наоборот, какой-то кредит закрыть. Может быть, у вас станут вот как на повестку месяца. Мне нужно закрыть именно кредит для того, чтобы была красивая кредитная история. Или для кого-то из вас это будет тот период, когда на работе будут происходить какие-то изменения. Но тут самое главное – дверь в сейф, мои дорогие. И эту дверь открываете вы сами. Может быть, я не исключаю, что есть какой-то человек, который вам прежде помогал. Ну, давайте поподробнее. Здесь так или иначе, даже если эта тема будет касаться личной жизни, то она может быть связана с домом, с местом вашего проживания или планируемым. А также есть тема финансов. Ну, или движимое, недвижимое, скажем так, имущество, да.
Но в конечном итоге это мы сводим к деньгам. Итак, так что же вам там нужно закрыть? Ну, понятно, такое нужно закрывать. Карта искаженного восприятия. Мы видим то, что, в принципе, в реальной жизни оно существует, но как будто в другой плоскости. Ну, все идет немножко не так, как вы это себе представляете. Здесь ведь иногда это карта внутренних страхов. Может быть, это какая-то тема или вопрос, с которым вам нужно разобраться именно в августе. Может быть, и раньше надо было разобраться, а вы это откладывали на потом. А здесь у вас будет такой момент, точка невозврата, аркан справедливость. Это всегда как карма, сама по себе судьба, когда вам действительно нужно прояснить или пролить ясность на какой-то вопрос. И по аркану справедливость тут все-таки старший аркан. Тут могут быть точнее события, которые, как знаете, одно, второе и что-то третье соединяется или в какой-то клубок, как будто даже перемешивается, но тогда вам и этот клубок предстоит распутать. Возможно, кому-то придется отправиться к юристам, к адвокатам, к чиновникам, чтобы узнать, как работает в отношении вас какой-то порядок или работает закон. Но всегда мы говорим причина и следствие. Опять же, какая-то история тянулась слишком долго, а вот теперь вот именно нужно с чем-то вам разобраться. И королева Пентаклей, и король Пентаклей. Вот интересно, нам выпадает пара. Может быть, это действительно у кого-то связано с личной жизнью, вопросы дома, семьи, детей, имущества, денег. У кого-то тоже может быть и денег вопрос, или каких-то организаций, оформлений, документов. Но это будет связано взаимодействием, предположим, по работе с вашим руководителем. Для кого-то из вас на кону стоит, ну, как ваш проект, может быть, ваш творческий проект, который вы поставили на паузу. Что это такое? Но все-таки десятка пентаклей может говорить «да». Мы все разные, поэтому перекладывайте на себя и берите лишь то, что откликается в вашей душе. Конечно, карта может символизировать именно денежные вопросы, которые вам нужно, ну, может быть, навести порядок в финансах или с чем-то разобраться. Возможно, да, несколько мешает вашим планам, потому что, ну, как какой-то затык или какой-то, знаете, как камень преткновения, когда другие какие-то вопросы вы хотите решить, а упирается потом во что-то одно, именно нерешенное прежде. Но у кого-то это может быть тема, которая напрямую связана, откуда к нам приходят деньги, в каком количестве приходят. Она связана с работой. И для кого-то из вас тут надо будет, может быть, решиться на какой-то даже для себя, ну, не совсем новый проект, а именно, судя по королеве Пентаклей, то, что вы когда-то планировали. Ну, может быть, не довели до ума, не доделали, какие-то согласования не решили, кого-то не посетили, мои дорогие. Вот здесь вам нужно в целом порядок в жизни навести, потому что вот как-то у водолеев должно быть, ну, это, знаете, как выстроено в какую-то единую последовательность, что ли, как будто этого требует даже пространство, Вселенная. И здесь у вас будут такие, может быть, стыковки с определенными людьми. Или как-то складываться так определенные разговоры, да? Может быть, не вы даже будете инициатор, а именно со стороны людей и со стороны обстоятельств. Здесь вам дает возможность судьба что-то упорядочить и, более того, остаться довольными. Именно то, что прежде либо было на паузе, либо вам за что-то было даже страшно браться, или страшно, вот у кого-то так может совпасть, страшно было инициировать какой-то разговор. Я должна сказать, в течение августа месяца у нас будет такой коридор для того, чтобы даже, допустим, встретиться с теми людьми, кого мы видеть не хотим, а надо. Вот такое бывает, правда? Или когда какой-то разговор, может быть, важное соглашение, подписание каких-то документов, ну, тоже нужно провести. Может быть, и где-то мы и робеем, где-то мы и не хотим к чему-то возвращаться. Но, тем не менее, вот опять же порядок, он должен быть восстановлен. Для вас это как отправная точка нового маршрута. Но эта отправная точка, она зависит именно от этой двери, которую нужно закрыть, чтобы, видимо, прошлое вас как бы не тяготило или не тянуло назад. Может быть, это для кого-то, я все-таки должна это сказать, потому что у нас до середины октября ретро-Плутон. А Плутон в вашем знаке зодиака. Плутон это тоже где-то одна из тех планет, которые отвечают за карму. Или, конечно, за наше прошлое, за то, что мы предполагали,
но вот оно, может быть, и происходило где-то, да, но мы в этом либо не участвовали, либо мы где-то уходили от этого вопроса, либо у нас не получалось решить какую-то проблему. И я должна сказать, уходя в ретро-движение, Плутон нам как будто дал совет. Если у тебя какая-то задача или какой-то надоевший вопрос сконцентрировался, сформировался на конец мая или начало июня, то ты в течение лета как раз это можешь прояснить. Ну, может быть, у кого-то в течение лета, у кого-то до середины октября, как я говорила. Поэтому дистанция, время есть. Но здесь нельзя что-то оставить на потом. Вы как будто себя удерживаете в прошлом. Дверь неожиданностей давайте откроем. Тут могут так сложиться события, когда вам самим может что-то с одной стороны или кому-то из вас, скажем так, все-таки 7 мечей, может что-то и не понравится. Вот не закрывайтесь. Но здесь может быть такая история, которая тоже будет проясняться. И она была совершена, может быть, когда вы чего-то не видели или вас кто-то ввел в заблуждение. Может быть, и не вводил искусственно в заблуждение. Это не был какой-то хитрый план, потому что по 7 мечей именно в этой колоде мы тут сами обманываться рады. Ну, на самом деле, девушка рисует дверь открытую, причем с такими вариантами, в надежде, что он откроется именно вот эта дверь. То есть то, что она себе представила, она думает, что вот именно мой план будет осуществлен. Здесь нет, здесь будет какая-то смена. Смена позиции, смена обстоятельств или как смена информации. По этой карте вас эта информация может так и поставить в тупик, потому что мы представляли что-то по-другому. По этой карте все-таки 7 мечей, неожиданностей. Я должна предупредить именно в позиции как дверь в неожиданность. Будьте внимательны к сумочкам, кошелькам, портмоне, к паролям аккаунтов. И опять король пентаклей. Здесь есть какая-то тема, которую нужно проговорить откровенно. Причем максимально что-то прояснить и, знаете, где-то не участвовать в таких разговорах, которые больше напоминают игру. Или которые могут завораживать. Это может быть интересно, но они не приносят никакой стратегии, тактики, никакой конкретики. Вот для вас задача, правда, мои дорогие. Здесь я не исключаю, здесь может быть и... Вы рассчитывали на какого-то человека, а у человека сложится так, или случатся какие-то обстоятельства, когда вам, может быть, даже придется участвовать где-то, к примеру, помогаете ему, я вот не исключаю. И больше контактов с этой персоной вас или вам может сложить такие обстоятельства или, как знаете, какой-то горизонт последующих событий, что вам захочется вот как договориться на берегу. Если я в чем-то принимаю участие, то, как что я могу от этого получить? Вот у кого-то даже такие могут быть неожиданные совершенно разговоры, потому что какой-то человек вам, как вас может подвести к этой беседе. Я могу сказать, что у кого-то из вас могут быть перемены совершенно неожиданные на работе, опять же, король пентаклей, или каким образом вы получали деньги. Может быть, прежде вы получали определенным образом, да, а тут вам придется какую-то финансовую грамотность как будто включить, узнать, может быть, и на курсы пройти, потому что нам башня – это всегда трансформация. Вот у кого-то из вас, я тут так вижу, именно трансформационные процессы, которые затрагивают ваш финансовый дом. Или какую-то историю, которая связана с деньгами. Пусть это имущество, движимое, недвижимое, но в конечном итоге это какая-то ценность. И тут вот нельзя поддаться ни в коем случае на иллюзии, эмоции, потому как паш чаш, здесь может начинаться какая-то тема, разговор, знаете так, с каких-то более таких приятных эмоций, или тема сама по себе вам нравится. А постепенно разговор перейдет в иную плоскость, будьте к этому готовы. И, знаете, заставит вас прозреть. Прямо так вот очень быстро. Неожиданности. Тем не менее, у вас есть какой-то счастливый шанс. У вас есть какая-то возможность. Может быть, даже какую-то запутанную историю по части финансов дома или связанную с вашими близкими, как прояснить. Как будто больше добиться толка, я бы сказала так. Вам в этом буквально справедливость. Как, наверное, провидение, судьба сама помогает. Но я не исключаю также
Мои дорогие водолеи, вот тут есть еще такой нюанс. А справедливость и 7 мечей. Это нам о чем? Если по 7 мечей у нас девушка рисует дверь, дверь закрыта, дверь не откроется, нам говорят, правда? Ее нужно как минимум не рисовать новую, а встать и открыть ту, которая есть в реальной жизни. Так вот, для того, чтобы открыть эту дверь, кому-то придется разузнать действительно, как работает закон. Может быть, подписать какую-то бумагу. Возможно, принять на себя какие-то обязательства. Вот я такого тоже не исключаю. Или рассмотреть какой-то альтернативный вариант. Но по аркану справедливости, если мы говорим причины и следствия, это та история, которая не вот внезапно создалась. Человек какой-то, да, может. Может быть, у него обстоятельства тоже будут меняться. И он где-то инициирует с вами разговор, беседу. Хотя это можете быть вы сами, это ваш какой-то интерес. Но тогда вот, видимо, наступает время откровенных разговоров. Чем больше ясности, как и в законе, как и по части документов, так и между двумя людьми. И вот смотрите, 7 чаш. Карта иллюзорности, иллюзорного успеха, карта выбора, карта прокрастинации. Когда нам хочется, с одной стороны, ну как отмежеваться, сказать, а не, мне это показалось, я не буду этим заниматься. Ну, может быть, потом, когда-нибудь. Вот какая-то такая подобная может сложиться ситуация, а карта справедливости нам говорит, а нет. Тут нужно будет решать прямо сразу, у вас будет много сомнений. Слушайте свою интуицию. В чем эти неожиданности? Король Пентаклей и королева Пентаклей, правда, у кого-то совпадет с семьей, с близкими, может быть, с далекими родственниками. Может быть, тут и встанут вопросы жилья, наследства, аркан Луна, вот как раз лунное затмение. Тут где-то взаимосвязь я вижу между первой дверью, скажем, да, что нужно завершить, может быть, завершить на какой-то процент, в каком-то контексте, как будто что-то переиграть, переиначить, для того, чтобы и порядка было больше, и стабильности, может быть. Даже документы, если мы грамотно оформляем, нам тоже придает как и стабильность, так и где-то для нас подушка безопасности, потому что правильная составленная бумага нам позволяет спать спокойно. Вот вам нужно свою жизнь как-то организовать будет по-другому. И причем для кого-то это может быть, я не исключаю, кстати, темы работы, дополнительных, опять же, заработков, работы на дому, может быть и так, или какой-то вторичный доход. Потому как у кого-то, к примеру, так, на работе меняется ситуация, вот даже банально будет что-то подобное, когда либо вас не устраивает, либо какие-то условия предложены, может быть, не те. И вы понимаете, ну да, вот основную работу бросить не могу. А тем не менее, маловато кольчушка, надо дополнительные какие-то денежки. И тогда кто-то из вас будет, может быть, 1, 2, 3 проект рассматривать, чтобы в конечном итоге остановиться, самое главное, на чем-то одном, что наиболее ценное, или то, что наиболее к практике ближе, мои дорогие. У вас пентаклевые, опять же, карты выпадают, причем пара. И я не исключаю, что здесь может быть контакт с каким-то человеком, который вот вам именно помогает или помогал прежде. Может быть, у него тоже что-то будет меняться. И тогда это будет накладывать отпечаток на то, с чем вы будете договариваться или с какими ресурсами. Двое как будто подходят к определенным договоренностям. И это все неожиданно, потому что какой-то механизм трансформации, как по судьбе, уже запущен. Или обстоятельства, то, что мы говорим, как ситуация внешняя. Меня смотрят люди из разных стран, потому что аркан башня. Трансформацию эту не отменишь. Или это будет трансформация, которая связана с конкретным человеком и то, что у него именно в жизни происходит. Но это каким-то образом будет затрагивать именно и вас. Давайте откроем 3-ю дверь. Дверь в ближайшее будущее. На пороге каких событий вы стоите? Ух ты, а вы еще узнаете какую-то тайну, причем так неожиданно. У нас тут телепортация показана, да? Сквозь дверь. Девушка как будто просочилась, скажем так, и она явно что-то услышала и увидела. Она так прямо изумлена. Или она очень удивлена. Вот что это такое? Давайте я сложу эти карты. Это значит, что-то будет, какая-то история продолжается, или, может быть, это само по себе в ближайшее будущее. Вы действительно можете оказаться в каком-то месте, и это, знаете, либо сорока на хвосте принесла какую-то новость, либо вы сами
станете свидетелем вот какой-то ситуации, которая перед вами тоже откроет глаза. И, скорее всего, может быть и новость какая-то, да, которую вы слышите и понимаете, что нет, тут совсем не так, как я представляла. А туз чаш, тут что-то вас может радовать неожиданно. Тут кто-то может признаваться в любви неожиданно в ближайшее будущее. Или кто-то будет пытаться с вами выстроить союз. А вы как будто так, вот не могу сказать, что вы прямо в восторге. Либо у вас будет усталость, но вот умом вы будете понимать, что даже если меня это, ну, вроде радует, приятно, да, радует двоих, все-таки карта любви вам выпадает, но следом двойка пентаклей, либо какая-то прагматика у вас включается, и вы понимаете, чувства чувствами, но мне этот проект нужен именно по деньгам, или человек нужен по деньгам. Но, видимо, с каким-то персонажем или с какой-то персоной будут вот эти новости неожиданные связаны. Для кого-то из вас та новость, смотрите, 13-й старший аркан, тоже карта трансформации. Мы только что с вами рассмотрели варианты, я уже сказала, в жизни у человека что-то меняется. Судьба у человека меняется. Может быть, это третье обстоятельство, третьи лица. Тут будет воздействие именно на вас посредством людей и того, что складывается вокруг вас. Это придется принимать. Вам самим, как будто, мои дорогие водолеи, будьте к этому готовы, вот как этим жонглерам. Придется адаптироваться, может быть, к 1000 каких-то ситуаций в течение августа. И рассматривать и один вариант, и второй, и третий. Но как прежде уже не будет. Здесь, как будто, понимаете, уже звезда на восходе, которая совершенно новые пути перед вами открывает. И то, что было прежде, а может начинаться с какой-то новости, оно вообще не имеет смысла. То есть прошлое уже не повторится. Ну, давайте еще узнаем, а что это такое, на пороге каких событий вы стоите? А здесь у вас выбор такой будет. Или я договорюсь, или потеряю в деньгах. Или я где-то сумею свою стратегию какую-то новую как будто отстроить, и она все равно будет через договоренности. Либо я перед собой как закрою какой-то, как денежный канал, вот хочется сказать. И вот, понимаете, ведь это всегда недостатка карта. Недостатка взаимопонимания, недостатка по финансам. В принципе, мы не в восторге. Ну, где-то я говорила уже об этом, да? Но не в восторге, потому что совсем не так, как мы это предполагали. А тут и приходится и договариваться. Более того, тут как бы, хочется сказать, не рыпнешься особенно, да? Я надеюсь, вы понимаете мой сленг. Вправо, влево. А тут вот какая-то, вот, понимаете, какие-то ограничения, какие-то условности. А что это такое? Балансировать как будто приходится. По этой карте иногда, знаете, как, да, придется даже, может быть, и мириться, рыцарь чаш. Потому как тут, с одной стороны, есть хорошие предпосылки, есть желание. Вот я вижу так, со стороны какого-то человека желание вас либо видеть рядом, либо взаимодействовать с вами, потому что я тут по-разному говорю, поскольку у кого-то это будет именно касаться вопросов любви, личной жизни. Но я не исключаю, что эти договоренности и какие-то приятности могут быть как предложение по работе. В конечном итоге, вот смотрите, карта сила. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть женщина, с которой вы хотите быть рядом, которой вы испытываете, ну, вот такое страстное влечение, может быть и так. Это, безусловно, интересная персона, которая немножко сама по себе. Вот, наверное, та кошка, которая гуляет сама по себе. А вы, мои дорогие девочки, это вы та кошка, которая гуляет сама по себе, правда? И тогда в отношении вас будет у кого-то интерес. И интерес может быть разный, двоякий. Опять же, личная жизнь или работа. Может быть, ваши какие-то возможности, ваши данные, ваши таланты. Вот здесь что-то такое. Я вот вижу тут все равно какое-то взаимодействие, от которого нельзя отказываться. И именно для вас. Пусть это, ну, вот на 100%, как я уже сказала, ожидать, что вот будет, по-моему. Нет, тут, скорее всего, придется и договариваться. Здесь придется, кстати, и работать, мои дорогие, безусловно. Или что-то делать своими руками, или где-то узнавать, да. Без этого на лад дело никак не пойдет. Но тогда ведь ваши тогда позиции будут значительно увеличиваться. Ресурсы, по сути дела, новые. И аркан сила – это карта критического мышления. Это, кстати, солнце в Деве.
А это нам еще только предстоит с вами пройти. Поэтому, правда, тут вот ближайшие события, могу сказать, может быть, август-сентябрь, где-то так. Ну, может быть, даже в сентябре где-то у вас будет не то, что проясняться, а как развиваться скорее какая-то история. И пока вы даже не можете предполагать. У кого-то будет не одна новость, а две. Сначала то, что вы услышали. Может быть, ведь так, как вот совпадает, да? Вы услышали случайно, как я говорила, сорока на хвосте принесла, но задумались. Ага, а что это такое? А что вот это, как это может в отношении меня проиграться, да? Тогда будьте готовы, что последуют события, когда следом вам как тут как подсказка какая-то приходит, понимаете? В течение, может быть, августа как раз. И потом приходит еще одна какая-то новость. И вам тут придется что-то, возможно, быстро переиграть или явно какие-то более веские или какие-то более серьезные решения принимать для самих себя. Будьте к этому готовы. Четвертая дверь. Кто или что изменит ваши планы? Появится неожиданно. Ого, король жезлов. Ну, какой-то страстный персонаж может появиться, я не исключаю. Вообще это руководитель на работе может появиться, потому что, ну да, это же у нас командир. И у нас здесь король жезлов, это прямо великий такой деятель, можно сказать. Какой-то не просто харизматичный лидер, а едва ли не маг и волшебник. Может быть, это руководитель, потому что если король жезлов, это не тот, который будет за нас делать какую-то работу. Вот я говорила, работать придется, может быть, и много. А это может быть тот руководитель, который вам отдает указания. Может быть, и вы сами будете стремиться как раз построить карьеру. Я вот этого тоже не исключаю. Сейчас мы узнаем, откроем дополнительные карты. Но, наверное, руководящей должности без подчинения не бывает. Это реальность. Поэтому вам где-то подчиняться-то тоже придется. Будьте к этому готовы. Потому что король жезлов нам делай так, не делай эдак. Он не будет вот именно сам за вас какую-то работу выполнять. А тут он, скорее всего, отдает какие-то приказы. Но я не исключаю, кто или что появится неожиданно. Иногда это может быть, как знаете, чувства вспыхнули и страсть с новой силой. Может быть, это конкретная персона, которая рождена под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец, почему бы и нет? Так кто там или что появится неожиданно? А вы знаете, тут даже в несколько подувядших отношениях, которые касаются семьи, пары, здесь правда. Чувства могут у кого-то всхлынуть, как, знаете, нахлынуть, точнее, с новой силой. Но точно так же могут быть темы какие-то вынесены на поверхность для разговоров, которые касаются дома, вашей пары, детей и финансов. И здесь у вас будет обсуждаться какой-то интересный вариант, или для кого-то из вас совпадет с торжеством, или с какой-то важной встречей. Для кого-то из вас, если мы говорим о работе, здесь может быть как буквально праздник, какой-то корпоратив, может быть событие, которое, ну вот объединяет, да, вот именно группу людей, королева мечей. Здесь вам будет что-то нравиться, что-то нет, как 50 на 50. Вы о чем-то будете раздумывать. Вот у вас что-то интересное складывается, это факт. Вам что-то предлагают. Причем так, вам нравится что-то, а что-то хочется сделать по-своему. Или как-то вот, ну вот немножко видоизменить. Рядом идет колесо фортуны. Вот нужно быть очень осторожным в этот период, чтобы от чего-то не отказаться. По королеве мечей мы можем что-то условно сказать, а я нет, я не пойду, делать не буду. А, кстати, тут правда придется, видимо, держать марку, равновесие, может быть, и какой-то компромисс, да, быть готовым как с самим собой, если чего-то не хочется. В этом колесо фортуны какой-то, знаете, удачный момент. Здесь вы можете оказаться, кстати, кто или что появится неожиданно, мои дорогие водолеи, вы можете оказаться в общности или среди каких-то людей, и у вас произойдет важное знакомство. Или вы случайно столкнетесь даже с тем человеком, которого вы знали прежде. Или вы можете, кстати, посмотрите, король Пентаклей. У кого-то из вас, я такое тоже не исключаю, если был все-таки два короля. Но чаще всего в моих раскладах, когда два короля и больше, это проигрывается, когда
либо много офисов каких-то, которые вам надо посещать, или как руководство и официальные лица, с которыми вам нужно договариваться, или когда вы ищете какую-то информацию, например, да, это уже путешествуете по чиновникам, согласование, по сути дела. Здесь могут быть как вот совпадать какая-то личная история, к примеру, и одновременно оформление каких-то документов. Но для кого-то из вас еще может совпадать одновременно именно и ситуация какая-то по работе. По работе у вас будет какой-то выбор. Может быть, как предложили в одном отделе работать, предложили в другом. Есть вариант выбрать одну должность, есть вариант выбрать другую. И вы тут можете так беседы, разные разговоры проводить, где как вот выбирать что-то. Но это только лишь в вашей душе. Это так, знаете, такой выбор без выбора. Если я соглашаюсь, то это что-то продолжается. А если я говорю «нет», то, возможно, это «нет» навсегда. Потому что такие персонажи могут быть вокруг вас, которые «нет» слышать не хотят. Вот для этого вам нужен баланс. Так вот, видимо, вот этот баланс, как в колесе фортуны. Нам тут девушка на цыпочках. Получается у нее, стоя на одной ноге, станцевать какой-то волшебный танец, и она довольна. Несмотря на то, что 4 колеса, которые под ее ногой обращаются каждый в свою сторону. Вот тут может быть один за одно, другой за другое. Тут может быть какая-то путаница даже. Но даже в этой путанице есть ваш шанс фортуны. Ну и все то, что я говорила. Будьте готовы и к таким перипетиям судьбы. Давайте откроем с вами 5-ю дверь. Дверь в отдаленное будущее. Вам еще предстоит как будто обосноваться где-то. Или вам еще предстоит, знаете, обосноваться это не значит, что вот прямо сразу мы как телепортировались куда-то. Нет, тут придется самому пройти и прошагать какую-то дорожку. Потому что 9 жезлов – это наоборот. Прежде вот как раз была история, когда мы что-то не могли осуществить, а теперь вот эта ситуация меняется. Меняется не по вашему желанию, а именно так вот предпосылки какие-то присутствуют. Но от вашего желания будет зависеть, приступите вы к этому делу или нет. Тут будет тот момент в отдаленном будущем, когда вы еще, может быть, какие-то вопросы, вот почему нам тут говорили, что, ну, есть какая-то тема, в которой нужно навести порядок, чтобы она вас назад как не тянула. Потому что у вас тут будут такие задачи, когда вам именно чем-то новым придется заниматься. С одной стороны, не будет времени, а с другой стороны, здесь судьба в отдаленном будущем вам готовит какое-то очень важное решение. Может быть, у кого-то буквально открыты двери или закрыты. Мы спрашивали, дверей как будто нет. Вам еще предстоит эту дверь как будто поставить. И дальше мы будем решать. Либо мы, эта дверь как бы, да, она будет служить для нас как защита, мы закроем двери, не впустим того, кого не надо. Или, может быть, наоборот, мы кому-то будем двери открывать. Вы знаете, у вас, смотрите, я говорила, вы как будто порядок отстраиваете, да, в вашей жизни в августе. А тогда будьте готовы, мои дорогие. Вот этот порядок, он на последующий период отдаленного будущего, вам придется его еще раз трансформировать. То есть тут не, знаете, не такие перемены, которые, ну вот, все поменял и успокоился. А тут какая-то ступенчатость у вас. С чем это связано? Отдаленное будущее. А долгий период был, когда какой-то вопрос у вас был зависший и не решался. И это было связано с людьми. Да, тут что-то не решалось. Тут не решалось, знаете, причем по вине 2 людей. Ну, не вина, конечно, а причина, будем говорить. Возможно, вы сами чего-то уже не хотели, или был тот момент, когда вы от чего-то отказались, может быть, и правда что-то не устраивало, а у кого-то так, человек так проявился или проявил себя, и, ну, как-то вас, может быть, словно поставил или отношения на паузу, когда вы что-то ждали, а все не развивалось. Потом, может быть, и ждать устали и сказали, ну нет, это вот как какой-то искусственный цвет, да, это не то сердце, которое действительно меня любит, может быть. Вот у кого-то может быть такое дежавю, опять же, ретро-Плутон, мои дорогие. А Плутон в вашем знаке – это тот человек, которого вы уже знали. И вот какая-то история, она к вам возвращается. И она будет иметь еще на далекое будущее продолжение.
Ну и вы тут как-то, понимаете, ну, говорят, разошлись, как в море корабли. Или когда один, ну, вот как-то повел себя некрасиво, а второй сказал, ну, не хочешь, прощай, мне тоже не надо. Вот был какой-то момент, когда все стояло на паузе, ничего не менялось. Так а что теперь будет в отдаленном будущем? Здесь будут какие-то предложения. Предложения, которые будут приятны уху, будем говорить так, и которые будут выглядеть действительно как что-то заманчивое, которое перед вами открывает новые горизонты. Более того, мои дорогие водолеи, вам захочется окунуться в этот горизонт. А вы знаете, и тут будут складываться такие события, как по судьбе, как будто вы даже могли, ого, как... А ведь и правда, тут какие-то могут быть отношения, которые стояли на паузе. И вот смотрите, здесь будет, скорее всего, не вы, а кто-то другой будет инициатор. Именно как обновить. Ну, будет вот какая-то взаимосвязь, то, что вам нравится, или какой-то процент, что вас устраивает. Но вы можете поначалу так анализировать, что-то это не похоже на правду. Или, ну нет, это все приятно именно слышать, но в реальной жизни уже раз какая-то была история не самая веселая, не хочу я еще раз быть в чем-то подобном. А тут все равно такой будет поворот событий, когда у вас что-то будет продолжено. Вас как судьба с каким-то человеком соединяет. И вам придется не что иное, как согласиться на какой-то вариант, а свой собственный какой-то прежний опыт как будто оставить в прошлом. И это будет не в ближайшее, это будет в отдаленное будущее. Тут какая-то история взаимоотношений, контактов будет продолжена, два старших аркана, как по судьбе и аркан Солнца. Более того, в ближайшее, может быть, 6-8 месяцев. Это такая тенденция, когда очень многие вопросы будут проясняться, опять же, шаг за шагом. Карта Солнца выбора правильного направления. У вас именно выбор какой-то очень важный стоит. И этот выбор – это на отдаленное будущее. Поэтому, может быть, то, что даже вы как затеваете, или то, что даже, знаете, вы обсуждаете с кем-то, планируете – будьте готовы к тому, что это быстро не осуществится, потребуется опять же время. Может быть, это согласование, может быть, это бумаги, может быть, ну вот так сам процесс идет, или обстоятельства так складываются. Но тут как будто по справедливости вам судьба, как возвращает ваше солнце, какую-то возможность. Удивительно, давайте мы узнаем. Последняя карта – дверь возможностей. Ну вот все то, что мы долгое время говорили, смотрите, семерка жезлов и наш человек, непонятно, да, открывает грот или закрывает, ну вот как эта дверь где-то поставили и будем думать. Перед этим откроем, а этот пусть идет лесом, никому не откроем. Сделаем вид, что никого дома нет, да, или мы заняты. Так вот у вас какая-то аналитика такая будет в отношении вашего окружения. Может быть, это вы, я не исключаю, окажетесь, как и среди обстоятельств, когда вам придется в чем-то участвовать. И причем участвовать придется с новыми персонажами или с какими-то новыми знакомыми. Жезлы, дела, работа, бизнес. Может быть, это именно нужно для того, чтобы, опять же, прояснить какую-то свою историю. Ну вот, давайте разложу. Это то, что у нас только что выпало, как будто карты напоминают нам еще раз. Как будто не соверши оплошность. Но по семерке жезлов нам дает карта совет. Тебе, водолей, сейчас нужно заниматься именно каким-то своим порядком или своим проектом. Тут, причем нужно не распыляться в разные стороны. От этого зависит ваши возможности. Потому что по семерке жезлов нас всегда хотят приобщить к чему-то. А может быть и самим интересно. Первое, второе, третье. Ну, 7 каких-то интересов, да? А тут всегда карта говорит нет. У тебя сейчас важно что-то одно. Вот давайте поподробнее. Зачем я мешаю эту колоду? Извините, у нас третья специальная заговорилась. Надеюсь на понимание. Вот давайте на колоде Таро Явы достанем дополнительные карты и узнаем, что же для водолеев дверь возможностей. Интересно, правда, у кого-то страстная любовь может быть или какая-то зависимая история. Когда вы можете быть недовольны человеком или именно потому, что либо вы ему не доверяете, либо вы видите его слишком прагматичного. Где-то вам это
мешает, мои дорогие. А тут опыт какой-то еще, причем со знаком минус, дает вам, ну, как ту подсказку, что нет, ты тут можешь как будто совершить, если ты доверишься, то, ну, вот вас что-то останавливает, то ты можешь как попасть в просак еще раз. Но все же вам выпадает тройка пентаклей, тут как будто придется друг друга узнать заново. Или как будто оказаться, мои дорогие, в какой-то ситуации, в каком-то коллективе, может быть, в каких-то обстоятельствах, когда вам придется это учитывать. Для кого-то из вас будут совершенно необходимы новые знания. Кто-то начнет изучать языки. Может быть, кто-то будет, как я говорила, осваивать как собственное дело перед тем, как открыть, начать, да. Вы будете тоже искать определенную информацию. Опять же, вы будете что-то стабилизировать. Вот на порядок, на стабилизацию, на упорядочивание, может быть, даже взаимоотношений. Вот тут у вас как открытый путь. Но тут себе нельзя ни в коем случае навредить, потому что, посмотрите, 15-й старший аркан выпадает. Соблазны, мои дорогие, какие-то будут. Куда вот тут ведь можно соблазниться, как, например, тем, что буду поступать так, как я считаю правильным, да? А это тоже можем так вот где-то настаивать или пытаться дарить авторитетом, а в итоге что мы получим? Ну, мало чего хорошего. А здесь вот будет, знаете, как первые какие-то шажочки совершенно в какую-то новую, другую историю. Но это не развивается стремительно, но зато это развивается поступательно верно, причем по нарастающей, с какой-то геометрической прогрессией. 3 четверка, точнее тройка пентаклей, 4 и 8 пентаклей. Для кого-то из вас, а на кону, опять же, аркан сила, я увидела, и мы уже с вами об этом говорили, с чем это связано. А 5 пентаклей – это вам действительно нужно решить финансовый вопрос, и вам нужно с кем-то договориться. Но как голову сломали 2 перьев или 2 мечей, вы не можете принять какое-то решение, потому что страшно. Аркан влюбленный. Но договариваться придется. Примите к сведению, мои дорогие водолеи, есть в вашей жизни конкретный человек, но не обойдете вы его никак. Почему-то, видимо, по воле судьбы, на какой-то отрезок времени именно ваш контакт будет продолжен. Ну, может, у кого-то личная жизнь, у кого-то, опять же, работа, и тогда по 15-му аркану эта зависимая ситуация по финансам может проигрываться. Нужно решить. Мы об этом с вами говорили. Или человек нужен, потому что должен подписать какую-то бумагу. Вы бы хотели, скажем так. И опять же, повторюсь, уже заключительный раз, на 100% не будет именно так, как хотите этого вы. Тут как и самому придется что-то делать или самой, так и буквально придется где-то себя страховать не без этого, но для вас открывает именно будущее, возможности заработков, совершенно другие, какая-то другая финансовая история. Но почему-то для этого, может быть, это как взаимодействие. Здесь и потребуется вот эта дипломатия или как-то очень правильно беседы какие-то с человеком или соглашения какие-то заключать, рассматривать или обсуждать. Когда нужно быть и великим дипломатом, и примите к сведению, потому что карта ведь нам говорит, сепарация только иллюзия, то есть мы не можем это разорвать. А вот если мы это будем продолжать, или мы именно согласимся, выбор у вас будет, мы об этом говорили, пусть он и непростой, но оно того стоит, потому что тут именно дверь возможностей открывается перед вами по части финансов. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, читайте статьи на моем сайте и астрологический прогноз, гороскоп уже опубликован на август. Ссылки все в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.